Между американским правительством и компанией Anthropic, которая разрабатывает одну из самых популярных в мире нейросетей Claude, недавно был серьезный конфликт. Он начался из-за новой модели Claude, Mythos, или, как назвали позже ее общедоступную модель, Fable. Это универсальная языковая модель, которая также может искать баги и уязвимости. Anthropic существование этой версии изначально скрывала и делилась только с крупными корпорациями и правительствами, чтобы те, собственно говоря, прогнали модель по своим системам, сервисам и продуктам и посмотрели, какие уязвимости та найдет. В прессу просочилось, что модель реально нашла много неизвестных прежде дыр. Кто-то уже начал писать про революцию в кибербезопасности и новую эпоху в разработке ПО. Правительство же, как, собственно, и основатель Claude, стали говорить, что Fable может быть опасна из-за своих продвинутых способностей. И поэтому ее нужно ограничить и зарегулировать. Каждый стал говорить это своим языком. В итоге американское руководство фактически запретило доступ к новой модели нейросети Claude. И вот буквально на днях сняло запрет. Сначала для ряда американских компаний, а буквально сегодня ночью для экспорта. То есть правительство США начало активно вмешиваться в разработку ИИ, чего раньше не происходило, уж точно не в таких масштабах. Эта тема не такая простая, как может показаться. Вокруг нее в мире сейчас разворачивается активная дискуссия. Мы сегодня решили сделать небольшой обзор того, что обсуждается. Хотя это совсем не наш департамент, но развитие ИИ – это очередная технологическая революция. Уже сейчас во многих профессиях разница между теми, кто работает с ИИ, и теми, кто не владеет ими, примерно такая же, как 30 лет назад была разница между человеком, умеющим и не умеющим читать и писать. ИИ меняет мир и очень быстро развивается. И хотя Россия в этой гонке не участвует совсем, мы заняты взятием малой такмачки, но проследить тут есть зачем. Сегодня и посмотрим, что там происходило с ограничением для Claude и что по этому поводу все говорили. Чем Fable может быть опасна, а также изучим текст основателя Anthropic, где он как раз и обсуждает отношения между компаниями-разработчиками ИИ и государством. Тут нельзя не сказать про то, что у нас есть инструкция по обходу блокировок в интернете, которым наше правительство снабжает нас в России. Если хотите ходить без ограничений, чтобы ничего не тормозило, посмотрите наш гайд. Там, среди прочего, есть ссылка на наш светофор VPN, где мы прям детально и каждый день с учетом разных провайдеров разбираем работу лучших VPN-сервисов. Спонсирует эту рубрику VPN Liberty. Он дает сейчас 30 дней бесплатного пользования. Попробуйте. Если говорить в общих чертах, от модели Mythos исходит очевидная угроза. Этим продуктом могут пользоваться не только разработчики, которым надо найти проблемы в своих продуктах и их исправить, но и государственные группы хакеров, иностранная разведка, или просто обычные хакеры. Именно поэтому Anthropic новую модель скрывала и за это время напришивала ей всяческих ограничений. В июне новую ограниченную версию модели выпустили для всех, а потом пришло американское правительство. Министерство торговли США наложило на новую модель ограничения контроля по экспорту. Фактически это означало, что правительство запретило пользоваться моделью всем иностранцам, включая даже тех, кто живет в США. Можно только гражданам. Anthropic, получив такое указание, просто закрыла публичный доступ к модели вообще для всех, потому что иначе выполнить такое предписание невозможно. А еще пользователи могли обходить ограничения Fable и получать доступ к тем самым могущественным функциям изначальной версии Mythos. Так, доступ к модели оказался запрещен даже для сотрудников Anthropic, у которых нет американского паспорта. А таких немало. Например, недавно в Anthropic перешел работать один из самых известных ученых в сфере ИИ, Андрей Карпатый. Он раньше занимал исполнительные должности в OpenAI и Tesla. Гражданства американского у него нет. В США он по визе для талантливых иностранцев. И ему просто запретили прикасаться к самой продвинутой модели его же компании. В принципе, в США подобные ограничения были всегда. Они работают для компаний в критически важных для безопасности индустриях, типа космической промышленности или оружейной промышленности. Но для ИИ-компаний это стало прецедентом и новой преградой, ведь бум нейросетей во многом случился потому, что фирмы работали без особого контроля и нанимали кого хотели. Мы не знаем, была ли действительно с новой моделью Anthropic какая-то серьезная проблема. По всей видимости, была. Правительство США сообщало, что там обнаружен некий jailbreak, которым можно снять все ограничения и начать взламывать Форт Нокс и шахты с ядерными ракетами.
Антропик же косяк хоть и признал, но отметил, что эти меры были избыточны. А пока мы можем узнать, что о развитии ИИ и о взаимодействии с ним государства думают люди, непосредственно с нейросетями связанные. В данном случае основатель и генеральный директор самой компании Anthropic. Некоторое время назад гендиректор Anthropic Дарио Амадеи накатал и выложил на свой сайт эссе о том, чего нам стоит опасаться от новых, в разы более продвинутых моделей. Общий поинт Амадеи такой. Искусственный интеллект, по его словам, вышел из стадии не особо важной технологии и тем более просто игрушки, и прямо сейчас требует регулирования со стороны государства. В будущем же это будет еще более важно. Амадеи рассматривает 5 крупных сфер, в которых искусственный интеллект требует новых подходов. Первая сфера – технологическая безопасность. Как пишет Амадеи, нейросети достигли того уровня, на котором могут как приносить огромную выгоду, так и приводить к огромным рискам. Он сравнивает это с другими технологическими достижениями. Например, автомобили и самолеты изменили общество к лучшему, но этот транспорт не прям уж безопасный, а самолет можно направить в какой-нибудь небоскреб. Амадеи хочет, чтобы искусственный интеллект регулировался аналогом Федерального управления гражданской авиации. Эта структура жестко контролирует производство и использование самолетов и запрещает их эксплуатацию, если это небезопасно. Точно так же Амадеи предлагает поступить с ИИ-моделями. Во-первых, они должны проходить обязательное и обстоятельное тестирование со стороны, чтобы выявить потенциальные риски кибербезопасности или, например, создания биооружия. Во-вторых, у государства должно быть право запрещать их использование, говорил Амадеи. В-третьих, все инциденты должны обязательно фиксироваться, что в итоге должно привести к повышенным стандартам качества, как сейчас в авиаиндустрии. Амадеи считает, что в будущем угроза от ИИ может сравниться уже не с самолетами, а, например, с обогащенным ураном. В таком случае стандарты безопасности должны повыситься до уровня атомной индустрии. Вторая сфера – макроэкономика и налоги. Здесь главная обсуждаемая проблема – известные предположения, что ИИ отберет у всех работу. Эти опасения Амадеи считает обоснованными. Он пишет, что будущая способность нейросетей самостоятельно строить более сильные нейросети может привести к сильному экономическому шоку. Помимо того, что ИИ может уничтожить рабочие места, он может также лишить людей вообще каких-либо целей в жизни, потому что все за них и так будут делать компьютеры. Несмотря на это, Амадеи считает, что возможен мир с нейросетями, где у людей по-прежнему есть смыслы и цели. С экономическими же последствиями он предлагает разбираться через налоги на крупные компании, в том числе на ИИ-компании, и налоги на прирост их капитала. На эти деньги можно будет организовывать разные программы по переподготовке, выплаты тем, кто перешел на более низкооплачиваемые должности, а в конечном итоге программы безусловного базового дохода. Подразумевается, что огромный экономический рост, который случится из-за развития ИИ, даст достаточно налоговой базы для всех этих предложений. Третья сфера – государственная бюрократия. Сейчас она выстроена так, что в приоритете ограничение рисков и безопасность. Амадеи в этом проблемы не видит, но считает, что новый суперразвитый ИИ сделает такую бюрократию вредной. Как пример, он приводит разработку новых лекарств и методик лечения. Сейчас новые лекарства от изобретения до рынка могут добираться около 7-8 лет, потому что им нужно пройти целый ряд клинических испытаний, чтобы все убедились в их безопасности и эффективности. Амадеи же пишет, что с помощью ИИ разработка лекарств будет, мол, проще и безопасней, и поэтому, дескать, бюрократические преграды не так уж в этой сфере и понадобятся. По его словам, всей этой громоздкой системе нужно перестроиться для как можно более быстрого принятия работающих идей. Четвертая сфера – гражданские свободы. Амадеи признает, что искусственный интеллект может стать отличным инструментом для репрессий. Сделать системы слежки куда более продвинутыми, выдавать государствам более полную информацию о своих гражданах. Еще, по словам Амадеи, есть вероятность, что кто-нибудь создаст автоматизированную армию дронов, которая будет подчиняться любым хотелкам ее владельца, например, какого-нибудь диктатора. Вот что Амадеи предлагает по этому поводу сделать. Во-первых, у любого ИИ-оружия должна быть условная кнопка отключения, нажать на которую могут люди из классических систем сдерживания государства, например, судьи. Во-вторых, использование таких систем внутри страны нужно запретить, как сейчас в Америке во многом запрещено использовать американские же вооруженные силы.
Кстати, как пример того, что ИИ-оружие может быть необходимо во внешних войнах, Амадеи приводит нынешнюю войну России против Украины. Относительно слежки за гражданами он предлагает две вещи. Запретить торговлю данными, которые собирают корпорации, и в судебных делах давать обеим сторонам, и правительству, и гражданам, равный доступ к будущим сильным нейросетям. Наконец, Амадей добавляет, что все эти ограничения нужно накладывать не только на государства, но и на крупные корпорации, которым продвинутый ИИ даст возможность стать такими же сильными акторами, как и государство. Пятая сфера – геополитика. Амадей уверен, что искусственный интеллект должен оставаться в руках демократий, то есть Западного альянса. Он считает, что ИИ станет главным определяющим фактором силы государств в геополитике, как раньше стало ядерное оружие. Для этого Америке и Западу в целом нужно создать коалицию демократий, которые между собой будут делиться всеми необходимыми ресурсами для развития ИИ, а прочие страны, например Китай, в этом ограничивать. Помимо этого, демократиям нужно будет вместе справляться со всеми рисками разработки ИИ, разбираться с потерей рабочих мест и защищать демократию. В принципе, Амадей не против того, что государствам нужно заняться регулированием искусственного интеллекта. Он и сам к этому призывает. Однако его видение государственного контроля очень сильно отличается от того, как государства сейчас начинают на ИИ реагировать. Главный аргумент Амадеи в том, что госрегулирование должно быть гармонично, выработано в диалоге с компаниями-разработчиками и основано на плотном изучении всех способностей ИИ, как возможных плюсов от его существования, так и потенциальных угроз. Американское государство же, наконец-то ощутив необходимость установить контроль, стало для начала все запрещать. Применяются для этого не какие-то новые законодательные инструменты, которые предлагает создать Амадей. Таких инструментов нет, и быстро их не сделать. Но право государства контролировать экспорт товаров и продуктов. Те, кто верит во взрывной рост способностей ИИ, уже давно ожидали, что в какой-то момент государства объявятся и начнут закручивать вокруг нейросетей гайки. Но вот этот конфликт с запрещением Fable был первым подобным. Это впервые государство таким образом наехало на ИИ-компанию. И возник он относительно неожиданно. Представители Антропика ввели в Вашингтоне прямые переговоры с администрацией Белого дома и Министерством торговли. Источники издания Axios утверждают, главной причиной скандала стали даже не потенциальные уязвимости в новой модели Fable, а просто неумение руководства Антропик коммуницировать с государством. У компании уже был конфликт с представителями Пентагона раньше, да и с Белым домом раньше тоже был. Спор тогда возник из-за того, что Антропик якобы поделились новой моделью с компанией, связанной с правительством Китая. И тогда, и сейчас проблемой для Антропик было то, что они общаются с правительством как с партнером, а не как с потенциальным регулятором. И правительству такое не нравится. Поэтому из потенциального регулятора оно решило превратиться в настоящего и выдало Антропик реальные законные ограничения. Теперь запрет сняли. Говорится, что администрация Трампа на данный момент удовлетворена тем, как Антропик принял меры по смягчению рисков в новой версии. Видимо, говорить научились. А если то, о чем пишет глава Антропик, действительно может произойти, то ИИ-компаниям скоро придется находить общий язык с правительством и готовиться к совместному будущему. Иначе дальше будут одни лишь конфликты и все более активное регулирование бизнеса в сфере искусственного интеллекта. В конце нельзя не вспомнить о нас. Россия всегда была на острие всех технологических революций в интернете. Причем часто наши компании были на уровне, а то и обходили западные. Яндекс и ВКонтакте смогли на русскоязычном рынке обойти Google и Facebook. Сфера высоких технологий у нас всегда была крайне развитой. К этому у нас были все основания. Граждане традиционно сильны в постсоветских странах в точных и технических науках, а Россия была центром целого региона. С одной стороны, самые умные и продвинутые ехали работать в Москву, с другой, от Таллина до Бишкека, все пользовались российскими сервисами. Огромный рынок сбыта, общая языковая среда, общий рынок труда. Все это давало нам огромные преимущества, а государство в эту сферу особенно не лезло. Уверен, что и в гонке ИИ мы были бы на уровне с ведущими западными компаниями. Российская модель сейчас на равных бы конкурировала с моделями от OpenAI и Anthropic. Но для развития высокотехнологичных отраслей совершенно критично качество государства. Не пойдут даже внутренние инвестиции в высокие технологии тогда,
когда бизнес в любой момент могут отобрать, основателя посадить, а разработчиков угнать дроны программировать. Известная шутка про то, чего мог бы добиться Илон Маск в путинской России, досиживал бы сейчас первый срок за создание PayPal, очень хорошо отражала то, почему высокие технологии у нас не развивались при путинизме и до 2022 года. Сейчас же, когда государственные приоритеты полностью сосредоточены на взятии руин Купянска, ресурсы направлены на то, чтобы любым способом навербовать людей на убой, никакой речи быть не может об участии в гонке ИИ. Пока американские технологические компании в очередной раз меняют мир, наши лучшие умы придумывают, как обойти блокировки РКН. До завтра.